Северная Осетия. Охота в Северной Осетии. Вчера мы прибыли в 19 часов в Владикавказ. Буквально минут 20 переехали на базу. Как всегда была здесь база у вас? 65-го года. Довольно быстро от аэропорта. Вечер добрый. Где мой апартамент? Хорошие условия здесь для охоты. Выезд. Ну, пойдем тогда в 4. Да. Завтракаем и пошли. Да. Поужинали, заночевали. 4 часа подъем. Выдвижение на автомобиле на 1800 метров. Поднялись на машине. Батон у вас. Теперь у нас предстоит пешая охота. По рассказам, путь составит порядка 5 километров. В подъем до 2500. Конец сезона, мы видим снег. Такой порывистый ветер. Но будем надеяться, что это будет нам в помощь. И туры спустятся к нам навстречу. На сколько метров готов стрелять? Уверенно? Это надо так стрелять отсюда можно. Да, да. Если ветер будет спокойный, то уверенно 600. Ну, 500-600 уверенно. Вот. Если ветер будет сильный, то до 400. Ой, это что такое? Вместо себя чучело поставил, да, сам пошел. Зарплата за двоих получает, наверное. Охота в Северной Осетии на дагестанского тура предстояла в довольно необычном месте – Кармадонском ущелье. В 2002 году, 20 сентября, здесь произошла катастрофа. Огромная масса льда, глины, снега сносила все на своем пути со скоростью 180 км в час. В результате исхода было снесено все живое, в том числе и поселок Верхний Кармадон. Погибло порядка 100 человек, в том числе и съемочная группа Багрова-младшего. То есть вот оттуда пошло все сверху и Вот ледник видно? да. Вот справа еще ущелье уходит, Так. вот оттуда сорвался ледник. И пошло так. Да. Так тесануло все. Вот как деревья закончились, Но. вот так лавина, вот так. Вот видно Ага. цвет. Багров здесь был, что ли? Да. Вот. Внизу был. Ну, они там уже внизу были, где машину оставили. Там внизу селение было. Ага. Сейчас вниз посмотришь, там как будто вообще никогда ничего не было. Вот, которые в Кармадоне живут, было как все вот доли секунды. Около 200 человек, по-моему. Вот в селе, которые были по ущелью, кто там катался, отдыхал или что-то такое. Мы миновали пограничную заставу и направились вглубь ущелья. Примерно около километра мы обнаружили группу пасущих оленей. В общем, я насчитал 9 штук. А вот там 13 штук. 13? Там до хрена бывает. Поднялись 300 метров на уровень 1968. Вдоль моря прошли 3 километра 80. Здесь надо аккуратно. Хорошо, нет большого снега, нормально. Чуть позже мы все же встретили патрулирующих территорию пограничников. Проверив у нас все необходимые документы, они указали нам на вершину, на которой недавно видели интересующий нас тур. Вы далеко? Вот лес кончается и прямо. Ага. Обнаружили группу туров в ущелье. Так будут решать, как нам надо проходить. В настоящее время ареалы дагестанского тура простирается примерно в 500 километров и включает горный район Северной Осетии, Азербайджана, Грузии, а также Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни и Дагестана. Большинство самок дагестанского тура перестает расти к 3-летнему возрасту, в то время как самцы растут всю жизнь. У самцов в возрасте от 12 до 16 лет длина тела в среднем составляет 190 см, высота в холке 105 см, а вес до 140 кг. Массивные рога дагестанского тура растут вверх, в сторону, затем назад и вниз, и наконец закручивается внутрь. Довольно оригинальная такая форма, которая
имеет свою индивидуальность. Хорошие экземпляры есть, но не подойти незамеченно. Так, мы сделали полукруг. Они как смотрели на знамя, так и смотрят, куда мы двигаемся. Пока больше этой группы ничего не видели. Где вот лес контакт, прямо. Там, наверное, есть. И там есть, и тут есть. Смотри, Где? покажу тебе. Вот лес, крайний лес. Крайний. Вот здесь, вот здесь? Да, вот лес крайний. Ну. И в ту сторону смотришь, черная скала. И вот маленькая черная скала, и за скалой. Вижу, нормально. Нашел? Да. Давай, идем. Пошли. Сама охота она довольно сложная, потому что животное осторожное, избегает густых зарослей, как правило, находится на открытых местностях, чтобы наблюдать, что вокруг происходит. Далеко. 650 метров, но сильный ветер снесет поле. Охота на дагестанского тура, как трофейная охота, является на самом деле очень уникальной. Много приезжает иностранцев в Азербайджан и в России, где разрешена, выдаются лицензии. В Грузии же на сегодняшний день охота на дагестанского тура запрещена. Американец, вот там фотография его, они втроем приезжали, добыли тура Серну, давно были, он тура не добыл. Когда уезжали, он говорит, мне даже приятно, что я не добыл тура. Да, почему? Еще раз приеду. Приехал через 2 года, с супругой приехали, они добыл тура, хорошая тура добыл. И он говорит, сколько я буду жить, я буду через каждые 2, 3, 4, 5 лет сюда приезжать, говорит. А его жена говорит, мы, говорит, отсюда едем в Испанию на охоту. У нас, говорит, дома полгода разговоры только есть. Россия, Осетия, Россия, Осетия. Про Испанию вообще ни слова не говорит. Он говорит, о, Испания не охота, Испания не охота. Есть. И попал ты! Как не попал? Уходим. В эту сторону уходят. Если отсюда стрельнут, вот поверь, сколько там. Ох, много как их, елки-палки. Как много их. Рогача выбирают. Там или сколько? 6,95. Есть? Нет. Был промах, дистанция была 500 метров, угол наклона плюс 30 градусов. Был очень сильный порывистый ветер, все просчитал. Единственное, что, наверное, не учел, туры находились на противоположном склоне, и через ущелье, проходя ветер, он поднимался вверх. Пуля выше и левее ушла. Поток ветра поднял пулю выше. При таком ветре, порывистом, до 20 метров в секунду, сложно просчитать, тем более в ущелье, где потоки меняются и направление ветра. Поскольку преследовать уходящий тур было бессмысленно, мы решили вернуться к той группе, которая была обнаружена ранее. Ну, охота есть альтернатива естественной смерти. В наши задачи входит воспроизводство диких животных, дичеразведение, охрана, биотехния, опытные работы, обогащение кормовых угодий новыми и традиционными травами, чтобы были. Если, например, стреляешь одного, ты должен воспроизвести 2-3 раза больше. Ну, вы сами знаете, охота это есть селекционный отстрел же. Я говорю, измать надо старых таких животных. Когда говорю больных, я говорю, как больных? Ожирением сердца.
не видели? Нет, где они? Вон по скале идут. По скале. Видишь? Ну, видишь, стоит один крупный тоже. Много. Один большой стоит вообще. Такой большой не будет, на фоне есть. Как там, такие не будет. Вот отсюда надо, в ущелье подниматься. Тяжелый достался трофей, так как мы его заметили, думали, что метров 300 поднимемся и сбоку пройдем через хребет. Но не тут-то было, они начали подниматься параллельно в другом ущелье с нами. 3 егеря, Петро, Эльбрус и Валера. Эльбрус снизу по рации сообщал Петру, что туры двигаются вверх, но мы все-таки решили их догнать. 400 метров мы за ними, можно сказать, гнались. Надо побыстрее продвигаться. Потому что самец вроде как бы двигается в эту сторону. Возможно, так получится, что он перейдет на это ущелье. И это будет не очень хорошо. Придется быстро стрелять. Проще все-таки сделать рывок. Надо идти метров 300 еще. Пошли. Как-то приехали охотники, и мне кто-то звонил за ними, говорит, они как такие экстремалы, такие суперсложные, надо им охоту сделать. Я думаю, что за тигры такие? Я говорю, да пусть приезжают, что придумаем, таких у нас таких супер, я не знаю что. Ну, приехали и пошли, ну, считается одним из легких маршрутов, и они не выдержали это. Я говорю, как они? Я звоню, как они экстремалы, говорю, вообще не могут ходить. Ну, они, говорят, вот готовились, лазили, вот как это называется, вот, по стенке, да. Это совсем другое, вот по стенкам на этих лазить, 5 метров пополз, уже считать, что он такой горный, так подготовлен. Это совсем другое, да. Сколько метров? Сюда готовим 2, 3 вот стоит, да? Ветер в лицо. И это к успеху. Есть. Так и пойдет он. Молодец! Молодец, 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 молодец. Отлично. 405 метров плюс 30 градусов. Ну, торопить нельзя. Когда не торопишь, я стреляю. Ты попал ты! Издевайся надо мной. Он так сдулся, как не попал. Куда попал? Вот убежал, блин. Валера шутник. Не попал, не попал. Не снимай, ты что снимаешь? Да, обманщик, Валера. Уже внизу. Выстрел четко пришел по месту. Ну, так как тур такой мощный, здоровый, он все равно пробежал метров 50 и упал в ущелье. Ну и по снегу скатился практически 2/3 пути. Вывел правильно 400 метров. Такие хорошие 3 самца стояло. Спасибо тебе большое. Это второй дагестанский тур. Один я взял в Азербайджане. Вчера прилетели, сегодня уже мы с первым туром. Завтра нам обещают Серну. Как говорится, под занавес сезона. Нам спуститься предстоит порядка 700 метров, так как подъем составил 700 метров. Пришлось потрудиться. Самое главное, чтобы охотник, уходя на охоту, конечно, хочет, чтобы с трофеем вернулся, чтобы в первую очередь вернулся живой, здоровый, не повредивший ни ногу, ни руку, и еще раз хотелось пойти. Команда грамотная и знающая, куда и как подойти. Спасибо. С учетом ветра и рельефа. Я доволен. Сейчас путь на базу. А зараз с утра Серна. Ага, бежу. Давай попробуем. 400 пробежим быстро. Перед поездкой на охоту в журнале «Сафари» прочитал про кошки, какие бывают, какие удобные для горной охоты.
И вот буквально перед отъездом решил купить, испробовать именно немецкие кошки. Они не на всю ступню, а наполовину. Если по гололеду и вверх по прямой, то, конечно, альпинистские кошки лучше. А вот ходить по траве или вот по такому малому снегу, под которым сухая трава и грунт, милое дело. Идешь спокойно, чувствуешь под собой почву, упор, четко цепляешься контами за наклон, нет лишнего напряжения на мышцы, упор идет на всю ступню. Получаешь удовольствие от ходьбы, что в подъем, что на спуск. Нога не скользит, нет никакого дискомфорта, что под подошвой что-то есть. Целый день без воды. Без воды, без еды. Этот был нам шашлык приготовить сейчас. Это печень, да? Печень, попробуй. Почисти его так. Второй день охоты. Сегодня мы охотимся на серну кавказскую. Сейчас видели на склоне 3 штук, но довольно далековато. 1500 метров, все попробуем поближе подойти, но ближе, чем я предполагаю, 600-500 метров не подойти. Довольно острый угол получится. Я думаю, что этих 3 мы не сможем взять. Ну, сейчас попробуем, еще раз проанализируемся. Кавказская серна, как правило, является лесным обитателем, но в то же время может жить и на склонах в альпийских районах. Перемещение по высоте зависит от времени года и района обитания. Серна, также как и любое горное животное, довольно осторожная. Она имеет хорошее зрение и может прыгнуть порядка 2 метров в высоту и 6 метров в длину. То есть, если ее ранить, то серна с учетом ее веса и габаритов может скрыться в маленьком ущелье и будет довольно сложно ее обнаружить. Ареал обитания кавказской серны также простирается от Азербайджана до нашего Краснодарского края. Единственное, что популяция в отдельных местах все меньше. Решение принимается о том, чтобы кавказскую серну внести в Красную книгу для того, чтобы сохранить популяцию. В принципе, это решение имеет как сторонников, так и противников. Противники, в том числе и я думаю, что это приведет только к ухудшению ситуации, так как трофейщики, они пытаются взять наиболее старое животное, а молодые особи, здоровые особи, которые могут продолжать популяцию, они не представляют интересов для трофейщиков. При внесении в Красную книгу этот подвид будет уже никому не интересен, кроме браконьеров или же, возможно, местных жителей, которые будут использовать ее для мяса. Как правило, это будет отстрел вестись неконтролируемый, именно животных более крупных, здоровых. При запрете трофейной охоты мы такой результат можем получить. Подождем минут 10, если ничего никаких движений не будет. Обратно поедем, здесь посмотрим, потом вообще другое ущелье переедем. Холодно сегодня. Минус 14 градусов где-то, да? Ну, по 14-15. Прохладно так. Ну, солнышко должно быть. Выйти. Ясное небо. Солнце выйдет, потеплее сразу станет. Пока переждем. Группа за моей спиной из 8 серн. Но как-то они высоко очень находятся. Не подойти. Отвесные скалы. Подождем сейчас, может быть, они немного спустятся. Потому что им надо переходить через тот перевал с левой стороны. Двигаются они потихоньку.
Минут 10-15 подождем их, направление поймем. Если нет, значит возвращаемся обратно. И, возможно, переедем в другое ущелье. Давай, я посмотрю, выйду. Я не вижу их где. Ага, вижу. Хорош. Не мерит. Ага, 1000 метров. 1000? Да. Далеко было. 300, 400. Вот до этого бугра, если дойдем 400 оттуда, уберем. 600 будет. 600 будет, да. А, нормально. Большой. Пойдем? Пойдем. Давай, всем, наверное, не надо идти. Не надо. Вдвоем от Петро идите. Они сейчас это, через этот перевалят, тогда уже все. Давай попробуем. 400 пробежим быстро. Бинокль. Видно было 3 серных хорошие. Сейчас пройдем поближе. Они пока спрятались в ущелье. Мы должны будут выйти. Будем пытаться занять позицию повыше. Так как машина дальше уже не идет. Здесь только пешком. Кошки надо было взять. Очень приятно с такими охотниками, когда охотник подготовлен, физическая подготовка хорошая, навыки стрельбы есть хорошие, и меньше трудиться, за поданками не бегать. Пальцы замерзают. Бывает тут иногда кипродники, они везде есть такие чуть-чуть с хитрецой. У Петра такого нет, он полностью выкладывается на охоте, как он может, вот полностью выкладывается, и от души вот он старается, чтобы и охотнику было комфортно. Давай, отходим. Держи. Да, я отдохну, карабин надо снимать. Градус сколько не видел? Градус. Бинокль. Есть! Красавица! 470 метров, плюс 17 градусов. Спасибо! Мне главное спокойствие. Кавказская Северно-Азиата, 470 метров. Угол наклона плюс 17 градусов, температура порядка 12 градусов мороза. Спасибо. Вот подход правильный. Легенда Осетинских гор. Петров, сейчас как пойдем? Обратно я туда, Хорошо. как всегда. Аккуратно, пожалуйста, с нашим трофеем. Сейчас Петров пошел за Серной, так как у нее имеются кошки, и он сможет спуститься, подняться. Эльбрус идет к нам навстречу, на помощь, так как Серна упала все-таки в ущелье. А вот тут хорошо разглядели. Поздравляю. Спасибо. Нормально. Хорошо Отлично. стоял, да? Отлично, да. Как на ладони. Да, были. вообще. Как, вот седло, вот прямо, да, и вот там вверх, он упал вниз, он туда, вниз упал он. Ну, сейчас. Там в ущелье, видать. Найдем сейчас. Легко и удобно. Ну, хорошо будет. Самое сложное это высчитать угол наклона. Я поставил 7, а было 470, да? Это надо было поставить 8,1. Получается, я убрал 20 сантиметров убрал. При Серне, при ее габаритах, это заведомый промах. Если не делать поправку на температуру и на угол наклона. Ну и плюс я сделал поправку, само собой, горизонтальную, убрал 15 сантиметров на смещение пули вправо. Я посмотрим попадание. Но попадание с учетом того, что она упала сразу, это однозначно прямо по месту, в лопатку, как и целился. Встал он, встал.
Ну что делаем? Могу поздравить. Да, спасибо. Серебро, говорит, 1 рог сломался. Да? Прикалывается. Не, серьезно. Уже не верю ему. Вчера обманул, сегодня. Не, серьезно. Он говорит, 1 рог сломался, не знаю. Вот когда он что-то сказал. Вот Тараци только что говорит. Недолгий был восторг успеха от выстрела, от взятия Серны Кавказской. До того момента, пока Петро не дошел и сообщил по рации, что Когда упал? при падении 1 рог сломался. Там невозможно. Мало как Кузанском, это отвечал, не залез. Ну что сейчас, пока утро, 10 час. Будем пытаться в другом ущелье уже взять. Вот там лежит. Сейчас перебрасываемся туда. Обработают тушу экспрессом. Загрузим в машину и поедем. Валера говорит, что там тоже есть неплохие экземпляры. Как не подойдешь? Не подойдешь к ней? Подойти близко не подойдешь. Вот старые развалины, оттуда туда интересно, сколько будет, блядь. Сейчас скажу тебе. Из старых развалин хорошо стрелять будет. Так, до нее 1171 метр. А вот до развалин. 761. Давай попробуем, может. Развалины поехали. До развалин надо пешком идти. Пойдем. Увидел, что ли, нас? А, пасется? Сейчас поднимемся до развалин. Оттуда, вон, смотри. По предварительным данным, метров 500 будет. Вон, наклона только 50 градусов где-то. Видно? Встал, он встал. Давай. Вот здесь он встал. Нет, мне горку надо. Горку надо вот здесь. Сюда давай. Здесь 30 градусов наклон. Пойдет, давай. Падает. Дай мне нахуй. Остановись. Дай мне нахуй. Все. Все для вас. Второй заход на Серну Кавказскую. 407 метров. 30 градусов плюсом. Подход сделали, Серна не упала. Выстрел был легкий. 407 метров. Угол наклона плюс 30. Позиция удобная, лежа. Раз. И все. Спасибо. Все, отлично. Молодец, вот с такими охотниками.
охотиться, год охотиться. Вот год А как можно у охотиться. обычно бывает? В прошлом году вот внизу был, вот в самом внизу. 5 раз в цену не попал. Ну, бывает. Да, ну, бывает. Это неохота. Близко, ну хорошо. Сейчас одену кошку я. Ну, смотрите, чтобы там был самец. Если что, поменяйте, сменку делайте. Одни рога только, тела нет. Ну, наверное. Спасибо. Спасибо. Рога видели? Рога были, да, но старый самец. Ну, надо через месяц там умер. Одни рога только, тела нет. Отлично. Ну, это старый. Что он говорит, не старый? Нормальный самец говорит, старый, не старый, паспорта нет у него с собой. Нет паспорта. Все в порядке? Спасибо. Отлично. Еще раз поздравляю. Да, я обниму. Спасибо. 10-11 лет. Не оторви рога. Вот подходит к концу наша поездка на охоту в Северной Осетии. Было все великолепно. И встреча, и сама охота, и как сами люди прекрасные, добрые, гостеприимные. Я вам всегда говорю, вы учтите то, что вы охотник приехал вот с Америки, допустим, с любого государства, он, уехав отсюда, будет судить не только вот охотничье хозяйство, не только обо Осетии, а обо всей России. Он Россию видит только здесь, в наших глазах, он видит всю Россию. Много поэтов пытались описать Кавказские горы, но у них не получалось это, когда человек приезжал и читал, что написано, и то, что видел, это было недооценено. Я хочу поднять тост за тех людей, которые живут в этом краю, потому что вы вкладываете свои средства и силы для того, чтобы природа показывала всю ту прелесть, которая может показать. И люди, которые здесь живут, дай Бог здоровья и всего самого наилучшего. Твой тост, спасибо. Спасибо за сказку. Великолепное хозяйство, хороший, добрый кавказский прием. До следующих волнующих встреч. Впечатления только положительные. Я думаю, обязательно мы сюда вернемся. Что вы делаете с ним? Они приезжают, так я доволен от вас приезжают. Ничего не делаем, охоту организовываем и все.